Ребята, всем привет! Знаете, мы, наверное, разучились мобилизировать силы для всеобщего блага, ведь нас заставляли направлять нашу энергию в бездонную пропасть готовых решений и развлечений. Вроде бы имеются технологии, которые разрушили географические рамки, но в то же время социальная изоляция, она стала синонимом здравоохранения. Здесь вообще ничего не понимаю. Главное, что нужно человеку, это удовлетворение потребности принадлежать к социуму. Оно вроде бы есть, и одновременно его нет. Мы как-то увязли в искаженном представлении наших собственных развлечений. Ощущение, что мы решили махом применять всеобщее благо и социальное развитие на страсти, на удовольствие. Даже не задумываемся о перспективах будущего. И вот оно нас настигло. По-моему, многие думали, что еще не скоро, но нет. Люди сейчас настолько зависимы от благ цивилизации, от инфраструктуры, которую все эти годы создавали, что это значит, что ее потеря тут же приводит мир к хаосу. Вы скажете, ну как же охотники, собиратели? Охотники-собиратели, они имели личные знания, как жить, как использовать ресурсы земли. А людям в современном обществе таких знаний уж точно хватать не будет. Ребят, да что говорить, не каждый у нас знает, как работают вообще элементарные вещи. Та же самая молния на куртке, тот же самый набор воды в унитазе, не знаю, там замки на окнах и так далее. Ведь каждый специалист очень узкой направленности, если он вообще действительно специалист. Просто дело в том, что все знания хранятся группами людей. И сможем ли мы все воспроизвести обратно, если общество, индустриальное общество потерпит крах? После ядерной войны, например. Иммануил Кант был прав, когда говорил о том, что культура – это цель природы в отношении человеческого рода. Культура – необходимость всего живого. Значит ли это, что культура есть у животных, у растений? Может быть. Потому что они же не занимаются саморазрушением, как некоторые. Наблюдая за людьми, у меня такое субъективное ощущение, что в человеческом сознании происходит незаметное, но стремительное размывание границ между добром и злом, между прекрасным и безобразным, низменным и возвышенным. Я и за собой это наблюдаю, а может быть, я просто такая наблюдательная стала, и это всегда было. Доброта, ребят, она не работает. Выживают хитрые, выживают злые, выживают беспринципные. Все вот эти слова «доброта спасет мир», «вперед в светлое будущее», слова о саморазвитии, о взаимопомощи, о взаимовыручке, о счастье, о развитии космоса, о вере в открытый мир, они вообще нафиг никому не нужны. Хорошее, доброе, светлое, оно не работает. Вы знаете цену одной бомбы? Я вот недавно краем уха услышала информацию. Бомба стоит от 40 до 100 тысяч долларов. И она убивает людей, которые иногда живут-то на $1 в день. Она за идею убивает. Да мы просто кучка агрессивных орков. Какая тут культура вообще? А в интернете с недавнего времени, это наш второй дом, армии троллей, которые подначивают за идею. Они щедро оплачиваются с госбюджета. Я даже цену вот на днях узнала.
Они разжигают межнациональную рознь специально. Сейчас задача такая. И с несогласными, отвечающими их очень просто. Они налетают из-под тишка, оплевывают, оскорбляют и скрываются. Но знаете, они не борцы за идею, они просто шпана. И методы такие же. Один в один. Чтобы справляться с ними, я думаю, сталкивались сейчас многие, нужно, наверное, отключить все человеческие чувства и просто не вникать. Смотреть и не видеть, что они написали. Просто это какой-то незнакомый язык. Вы не знаете этого языка. Вам не нужно даже пытаться осознать эту мысль. А также нужно понимать, что не факт, что сейчас ты разговариваешь с человеком, а не с компьютером, который автоматически рассылает сообщения. И в нем уже заранее забитые в компьютер фразы и оскорбления. Должна быть такая, знаете, как психологическая гигиена. Отключаться сразу. Вы не знаете этот язык. Да, это очень сложно, этому нужно учиться, и не каждый сможет. Ну вот, я попыталась как-то восстановить себя после вот такой вот январской долбежки подобным. Люди же, знаете как, они готовы верить пересказам. Возможно, и честным пересказам. Бытовым, но единичным. А это не значит, что это массовое явление, как его преподносят. А то, что их согласие, их поддержка множит нацизм и шовинизм, они даже не задумываются об этом. Кто сейчас понимает между строк, тот уже все понял. Кто нет, тот как бы голову другую я прикрутить им не могу. И рассказывать с самого начала тоже. Писали мне во время январских событий тоннами о том, что у них там какой-то друг мамы, сват брат, какой-то сосед с 10-го там этажа, тоже бежал из-за межнациональных трений. И рассказывали мне после, что нужно с нами сделать, что с нами будет и так далее. То есть как бы я уже в курсе, вы мне уже все рассказали. Внешняя пропаганда давно уже занимается моей страной, и, видимо, помимо бота-ферм, есть такие точечные, известные люди, которым платят, что ли, за разжигание, я не понимаю. Вот пример. И посмотрите на ответы людей, которые здесь живут.
Так как, видимо, пост был неэффективным, свои деньги не отработал, этот российский актер Павел Прилучный не выдержал, видимо, такого позора и закрыл комментарии, оставив только свое мнение. Он не первый, кто позволяет такое разжигание, я думаю, что не последний. Это сейчас специально делается. Но в чем сила, брат? Так любят сейчас спрашивать. Сила в дружбе народов, в единении. И я не про территорию сейчас говорю, а про взаимоотношения здоровые, про уважение, о котором все забыли. Такие понятные всем человеческие качества. Но, наверное, они не всем понятны, ведь о них не напоминают. О них специально не напоминают. Но мы немножко отошли от темы. К чему мы идем? К подавлению разнообразия, дамы и господа. Чтобы не появились другие формы авторитета. Вот есть у вас одна идея, вот будьте добры, подчиняйтесь, соблюдайте. Поэтому и осуждаются сейчас какие-то подражания другим слоям, например, другой культуре, другой музыке, манерам, мировоззрениям. Нельзя культивировать в себе достоинство. Будь как масса. Идеи благородства, они вообще осмеиваются. Назовут тебя снобом. Будь как все. Ведь о тебе по-отечески заботятся. Не дают тебя в обиду. Это забота такая. Никто тебя не будет любить сильнее. И ты должен ответить благодарным подчинением. Только в этом случае ты патриот. Ну и за все сделанное будем отвечать вместе, дорогой мой. Так и получается. Согласие твое говорит о принятии, об отождествлении себя со всем этим. От, собственно, коммунистического сознания, такого, знаете, синдрома превосходства над другими в силу принадлежности к передовому обществу, сегодня сохранилось, наверное, лишь сознание своей исключительности у некоторых субъектов. Недопустимость сравнения себя с другими у нормальных людей на самом деле порождает болезненное чувство своей отсталости, своей неразвитости, своей бедности. Но ты не смотри туда, отвернись. Силой тебя отверну и поверну к себе. Для твоего же блага. Защита от сравнения и ностальгия по идеализируемому прошлому. Это сейчас в утешении. Но знаете, есть и другая сторона медали. Ведь вырастить нового человека всегда кто-то мешает. Собаки такие. И Ленин прямо об этом говорил. Писал, что решение задач культурной революции, выращивание нового человека, было до конца не выполнено. Ведь не все носители старой культуры были устранены. И поэтому и был развернут красный террор. Устраняли провозглашенных вне закона общества. Там, дворян, офицеров, помещиков, кулаков, ученых, ну вы знаете. И жертвы известны. Это царская семья, это адмиралы императорского флота,
Это высшие чины, это деятели культуры и науки, писатели, художники, поэты, ученые, географы, профессора медицины. Имена я перечислять не буду, просто забейте красный террор и все найдете. Может быть, вы слышали слова Некрасова. Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизну свою. И вот уже проанализируйте эти слова самостоятельно. В меру своей испорченности. Еще Густав Ле Бон в своей психологии народов и масс отмечал следующее, что индивидуальность человека в толпе, она теряется, она уступает место коллективным чертам. И вот эта ответственность, она растворяется. Он ее не чувствует уже. Он становится склонен, человек, к реализации тех действий, которые, будучи один, он бы, наверное, не смог совершить. Человеку в толпе присуще внушаемость и эмоциональная заражаемость идеями других. Но это не его идея, может быть. Но ответственности же он не чувствует. Он же уже масса. Как раз таки одним из первых, кто взялся за объяснение происходящего с человеком в толпах, был Зигмунд Фрейд, который исследовал психологию больших толп и после опубликовал это в своей книге «Массовая психология». Так, по мнению Фрейда, в толпе взрослый человек начинает чувствовать потерю своей индивидуальности, как говорила уже ранее. И чтобы не лишиться ее совсем, ему нужно обрести что-то взамен своей, такую групповую индивидуальность, давайте так назовем. И в этом случае он начинает идеализировать лидера своего, отождествлять себя с ним и, соответственно, уже с остальными членами этой группы, этой секты. Лидеру делегирована ответственность за них, за всех, и поэтому какие-то агрессивные, какие-то деструктивные действия уже легче реализовать. Индивидуальную ответственность за них он не чувствует. Знакомо вам? В таком мире мы сейчас живем. И в связи с последними событиями все еще больше осложнилось. И только вам решать, уходить вам в толпу или начать отделяться от нее. И в конце я приведу цитату Булата Акуджавы. Мы не просто рабы, которые страдают от тягот. Мы профессиональные рабы, которые гордятся своим рабством. На сегодня у меня все. Спасибо, что посмотрели. Всем пока.